Сегодня в распаковке 4 сокровища. Представители 3 разных великолепных школ фарфорового мастерства. Все предметы имеют высокую инвестиционную привлекательность. Рассмотрим их в отдельности. И начнем мы свою распаковку вот из этих 2 шикарных тарелок. Может быть, кто-то уже догадался, что это за школа? В период с 1855 по 1944 год в Дрездене, в Саксонии, существовало более 200 художественных мастерских, которые выполняли декорацию по фарфору. Одна из самых ярких, легендарных представителей художественной дрезденской школы – это Хелена Вольфсон. Хелена Вольфсон вела успешный бизнес по декорированию фарфора в Дрездене. Белье, то есть заготовки, белый фарфор, закупался на разных фарфоровых мануфактурах. И около 1853 года художественная мастерская Хелены Вольфсон уже имела собственного торгового агента в Англии. Вопреки тому, что часто утверждается на некоторых сайтах и в некоторых книгах, сама Хелена Вольфсон не имитировала чужие клейма. В 1878 году ее бизнес перешел к дочери Эмили и ее мужу, бизнесмену Антону Эльбу. У них было 4 детей, из которых только 2 были заняты в бизнесе художественной мастерской. То есть это внуки Хелены Вольфсон. О том, как подделываются клейма Майсон, мастерской Хелены Вольфсон, и тем не менее эти произведения художественные очень востребованы среди коллекционеров, мы рассказывали в своем видео с аукциона. Вы можете его посмотреть, ссылочка в описании. И также вы можете увидеть цены на фарфор от художественной мастерской с брендом Хелена Вольфсон. Известное клеймо А.Р. Augustus Rex, которое использовалось майсонской фарфоровой мануфактурой, именно это клеймо стали имитировать потомки Хелены Вольфсон. А не она сама. На ярмарке в Сиднее в 1879 году мастерская получила награду «Золотую медаль». Но в этом же году бизнес также столкнулся с проблемами из-за копирования знака Augustus Rex. Майсон обратился в суд, требуя запретить использование этого клейма художественной мастерской. Однако вместо того, чтобы полностью прекратить использование имитирующего клейма, его постоянно немного меняли, чтобы затруднить принятие решения. Например, на предмете, за который художественная мастерская Хелены Вольфсон получила золотую медаль в Брюсселе в 1880 году, стоял 2-й знак Augustus Rex со стрелкой, указывающей вверх. И в 1881 году в Германии и 2 года спустя в Англии художественная мастерская была вынуждена окончательно прекратить использование имитирующего клейма и всех похожих версий. Но это еще не все. Суд также постановил, что художественная мастерская должна компенсировать фабрике в Майсоне использование их клейма. Сумма требуемой компенсации была настолько высока, что это привело семью Эльб к банкротству.
Вот так закончился красивый бизнес. Но это еще не был конец бизнеса. Безусловно, прежняя слава художественной мастерской рухнула. И единственным реальным успехом после окончания судебных разбирательств стала первого класса премия, которую художественная мастерская получила в 1891 году в Лондоне. Далее художественная мастерская меняла владельцев, которые также были потомками Хелены Вольфсон. Продолжалось декорирование изделий в типичном дрезденском цветочном стиле, а также в стилях Старой Вены и Севра. Бизнес все же достаточно успешно продолжался, пока окончательно не рухнул в результате бомбардировок Дрездена союзниками в феврале 1945 года. Так давайте посмотрим клеймо на этой тарелке. Здесь уже собственное клеймо, здесь нет имитаций. Видим букву «Д» под короной. «Д» означает Дрезден, корона означает Королевство Саксонии. Это клеймо ставилось на рубеже XIX и XX веков. Золотой цветочек или клубничка – это закрашено клеймо фабрики, которая изготовила тарелку, то Так. есть белье. Так было принято. И справа это надпись магазина, который продавал эту тарелку. Диаметр тарелки 21 сантиметр. Изображено огромное количество цветов, 4 резерва, выделенных золотом. Это стиль рококо. В центре это, наверное, астрый репейник. Репейник очень красивый. Как думаете? Так необычно выглядит. Очень мелкая красивая проработка деталей. Это все ручная роспись. И сейчас посмотрим вторую тарелочку. Здесь уже в центре роза и какой-то распустившийся цветок. Вот тут вы нам подскажите. Что это за цветок? То ли это пион, то ли это тоже роза, то ли это такой мак. Вот такой второй очень красивый шедевр от художественной мастерской Хелена Вольфсон. Очень красиво подобраны цвета. Узнаваемое цветовое решение, узнаваемая дрезденская школа. Конечно, все это выглядит великолепно и очень хороший сохран этих тарелок, хотя им уже больше 100 лет. И отметим, что фарфор, расписанный в художественной мастерской Хелены Вольфсон, обладает всеми качествами коллекционных и, можно сказать, даже музейных предметов, сделанный вручную, малым тиражом и роспись высокохудожественная. Это удивительно, но по оценкам экспертов, качество росписи в художественной мастерской Хелены Вольфсон зачастую выше, чем роспись изделий самой майсенской мануфактуры. Это говорят эксперты. Полюбовались и посмотрим еще на один шедевр. А это красавица-тарелка от короля Селесского фарфора. Кто уже догадался, о ком идет речь? Это фабрика Карла Тильша. Фабрика Карла Тильша была построена в
1845 году на окраине города Альтвассау в Вальденбурге, Силезия, Германия. Место было выбрано не случайно, так как находилось в непосредственной близости от курорта и от запланированной железнодорожной линии, которая соединила Бреслау, сегодня это Вроцлав, с Фрайбургом, Свебодице. Всего через 5 лет производства фабрике удалось продать большую партию продукции на американском рынке, в США и в Мексике. И в 1851 году предприятие стало одним из немногих немецких заводов, которые представили свою продукцию на Всемирной выставке в Лондоне. Молодой производитель фарфора был отмечен наградами, также серебряной медалью на выставке силезской промышленной продукции в Бреслау. Богатый дизайн с замысловатым декором очень понравился покупателям, которые хотели подчеркнуть свой социальный статус с помощью фарфора. Карл Тильш был прекрасным предпринимателем и, как бы сейчас сказали, великолепным маркетологом. Впрочем, как еще один король силезского фарфора – Карл Кристер. О нем мы тоже рассказывали в видео нашем, ссылочку найдете в описании. Как и фабрика Карла Кристера, фабрика Карла Тильша производила фарфор с видами Силезии, других немецких регионов. И курортники, помните, фабрика была построена недалеко от курорта. Очень охотно покупали фарфор в качестве сувениров. Сохранились тарелки сувенирные, на них даже писали «Zum Andenken» – на память. Так что ребята молодцы, очень хорошо использовали свое местоположение. Фабрика Карла Тильша завоевала множество наград, как на национальных выставках в Бреслау и в Дрездене, так и на международных промышленных выставках в Лондоне, Париже, Триесте, Вене, Мельбурне, Барселоне. Фабрика, несмотря на сравнительно короткий срок своего существования, не уступала самым известным и признанным производителям фарфора в Германии. Напомним, это было в XIX веке. А мы сейчас посмотрим клеймо этой тарелки. Вот так выглядит клеймо. Это Карл Тильш, 1875-1900 годы. Это тарелка, переворачивай. Диаметр тарелки от ручки до ручки 31 сантиметр на 29 сантиметров и глубина тарелки 5 сантиметров. Декор – великолепный узор лавандово-фуксийных ирисов вместе с овсом. Получилась очень красивая композиция. И посмотрите, тут даже есть ручная подрисовка точечками. Да, это деколь, но очень высокого уровня. Но не только точечки – это ручная работа. Также вот эти окошечки по краям тарелки, видите, это тоже ручная работа. Вот такая красавица с такими цветами волшебства, сказки и мечты. Когда мы увидели на барахолке это блюдо, мы сразу поняли – надо брать. Да, мы были в восхищении.
А когда перевернули, увидели клеймо, подумали, ну это просто супер удача. А вам нравится эта тарелка? Мы, например, в восторге. В 20-е годы прошлого века в результате мирового экономического кризиса фабрика Карла Тильша была поглощена концерном Хутченройтер и работала в его структуре. То есть фактически фабрика работала как филиал фарфоровой фабрики Хутченройтер. И такое положение дел сохранялось до конца Второй мировой войны. После войны фабрика отошла Польше и была национализирована. Успешно продолжала свою деятельность еще более 40 лет, используя самые лучшие наработки, декоры и формы Карла Тильша. Но, к сожалению, потомки не сохранили фабрику. В 2012 году фабрика закрылась. И в 2017 году начался снос бывших заводских зданий. Но нам остается память об этом великолепном предпринимателе и его прекрасном фарфоре. А эта удивительная тарелка уже из Японии. Посмотрите, какая она удивительная. Золото и кобальт. По декору райские птицы и цветы. Удивительная техника, непривычная для европейских фарфоровых мануфактур. Японская техника рельефной работы с золотом называется кинмори. Чтобы легче понять суть, давайте представим изготовление торта. Вот мы сделали тортик и украшаем его, например, цветами, листочками, еще какими-то деталями с помощью пекарского рукава. Здесь техника чем-то подобна. После первого обжига окрашенного изделия берут инструмент и чин. Он чем-то, видимо, напоминает пекарский рукав, и он используется для нанесения рельефа шликером. А шликер – это у нас кашеобразная масса фарфора, которая состоит из каолина, полевого шпата И кварца. Шликером наносятся точки, пунктирные линии или какие-то еще трехмерные изображения. Вот смотрите, у нас здесь маленькие точки, такие крошечные бисеринки, такая, можно сказать, ювелирная работа. Как у нас там видно на Да, телефоне? великолепно видно, очень хорошо. Вот кант резерва, именно вот эти точечки. И в цветочках, видите, тоже используется эта техника. И создание такого трехмерного эффекта, который называется мариаж, именно и похож на процесс украшения торта, где шликер используется в качестве глазури, если так можно сказать. И после обжига мариаж покрывался золотой краской. Золота здесь, конечно, очень много. Отдельно хочется обратить внимание
на вот эти резервы. Внутри кобальт и такой райский сад. 4 резерва идет на тарелочке, и между ними колонны. Очень эффектная тарелка с ручками. Вот как раз давайте обратим внимание на ручки. Вот это техника мариаж. Рельефный такой трехмерный эффект. Видите, богато украшено золотом сверху. И посмотрим клеймо. Так, давайте посмотрим клеймо. Резко. Да, наритаки. Сделано в Японии. Наритаки очень активно работала на иностранные рынки, особенно индийский, американский и Англия. По клейму блюдо изготовлено в начале 20 века и предназначалось для экспорта в Великобританию. По центру клейма иероглиф по-японски читается «камару», что означает быть в затруднении, в трудном положении. По словам представителя фирмы Наритаки, в экспортном бизнесе фирме приходилось иметь дело с людьми из других стран, которые думали и действовали иначе, чем привыкли японцы. Поскольку фирме приходилось преодолевать такие трудности, именно этот знак камару был выбран для дизайна клейма. Как красиво золото сверкает на этом блюде, даже несмотря на то, что у нас сегодня пасмурная погода. А вы когда-нибудь слышали об этой технике? Имеете в своих коллекциях японский фарфор? Пишите в комментариях. Обратите внимание, как тщательно проработаны детали, скрупулезно, чтобы достичь превосходного качества. Здесь играет роль японское понятие кадавари. Кадавари – это японский перфекционизм, суть которого – это ответственный подход к своему делу, который сопровождает человека на протяжении всей жизни. Кадавари – это личный стандарт, которого неуклонно придерживается японец в своей профессиональной деятельности. Исключительное внимание к самым мелким деталям, и в результате получается высочайшее качество. Кадавари – это проявление гордости за свое дело. Какие молодцы японцы! Сегодня у нас получилась удивительная волшебная распаковка от 3 разных художественных направлений. Король Силезского фарфора Карл Тильш, представитель Дрезденской художественной школы, художественная мастерская Хелена Вольфсон и удивительная техника японская Кинмори от Наритаки. А какая фабрика понравилась вам больше всего? Встречаемся в комментариях, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!